Okay, what's going on here? This is a second rotation that we have on irrigation. It's on either side of the road here. It's 2 years of corn. That's the second year. The first year we'll walk into that field down there. Севооборот, который у нас происходит по этой стороне, вы можете увидеть кукурузу, которая у нас уже второго года, а с этой стороны у нас кукуруза первого года. So we get corn, corn, and then we do a broadleaf. То есть тут вы видите кукурузу, тут кукуруза, тут широколистная. So this half of this field was peas. Половина этого поля это был горох. And they've been harvested. Мы его уже убрали. And then we reseeded winter peas in there. И затем мы туда всеяли озимый горох. And then this will be seeded to winter wheat in about a month. И затем также сюда мы подсеем озимую пшеницу. And on the other side of that field is soybeans, early soybeans. На другой стороне данного поля у нас ранняя соя. And then that'll be harvested and seeded to winter wheat as well. И затем мы ее уберем до того, как посадим озимую пшеницу. And then after that winter wheat is harvested, we plant a cover crop. Но до того, как мы произведем уборку пшеницы, мы всеем туда еще и покровные культуры. That's all grasses. So it's the one you saw in И все это злаки. the shed with the. То есть то, что смесь, которую вы видели в ангаре в первом. With the foxtail millets, the forage sorghum sedans, and then we also add oats and barley. Проса, овес, ячмень, суданка и лен. And that'll be swathed and grazed. Затем мы срежем верхушки и отдадим то, что осталось. Мы свалим волки и будем проводить на этом выпас. And then that field next year will go to soybeans. И затем в следующем году на этом поле у нас будет соя. And then that goes back to the first year of corn. So it's corn, corn, broadleaf, wheat, broadleaf. И затем опять будет кукуруза. То есть кукуруза широколистная и пшеница широколистная. But if you look at the residue that's left here, но если вы обратите внимание на растительные остатки, которые здесь остались, there's not a lot of residue. Их не так много. Last year that would have been 12 to 13 ton corn. В прошлом году у нас было 12-13 тонн кукурузы. And the year before that it would have been 15 or 16 ton corn. А еще за год до этого 15-16 тонн кукурузы. Where'd all the residue go? Где же все растительные остатки? That tells you what biology can do. Соответственно, почвенная биота подсказывает, что делать. Это демонстрирует, что почвенная биота сделать. То есть здесь вы можете увидеть, что может сделать биота. So we'll go up and stop and walk out and look at some of that biology. Сейчас мы немного проедем, затем остановимся и посмотрим уже конкретнее на почвенную биоту. И летом. Весной это выпас на покровных культурах. And then in the summer they go to the perennial grasses. А затем летом они у нас переходят на поле, где растут злаки многолетники. Мы называем эти земли пастбищными, но тем не менее это поля, где естественные растения. То есть мы это не сеяли. Stop across the road when he gets up to speed will carry him pretty well, I think. And then we use the draw areas and things. We got some of them. Сейчас мы немного проедем и вы посмотрите все поля, то есть я вам продемонстрирую то, о чем мы с вами разговаривали, а затем мы передвинемся севернее.
Again, 2 corns, right? 2 corns, broadleaf, Вы видели две кукурузы, затем широколистные, and then wheat, затем пшеница, then a cover crop with all grass покровные species, культуры в составе, которые только злаковые. and then that's going to go to soybeans next year. Затем в следующем году соя. Вот он подтянул чуть-чуть. Это то, как мы производим орошение. See this machine is pulling the hose. Вы видите, вы видите воду. Визуальная машина сама тянет. This is Вот, посмотрите, вот шланг. this is a high density polyethylene hose that's heat fused together. Plastic. Well, you take pieces of the tube and then you heat the ends of them and put it together. Ну, он состоит из нескольких частей, которые мы стыкуем. И вокруг него. As I said at the beginning, you want to make the water go in the soil. Как я и сказала, для начала то, что нам нужно, это то, чтобы почва впитывала воду. This machine И данный вид оборудования is like the worst case scenario for a guy with a center pivot. Circle. With a center pivot machine irrigator. Это очень лучше для орошения кругового. это не самый лучший выбор для кругового орошения. So a center pivot puts the water on the facets at the outside end. Круговые системы для орошения, они В центре столько же воды, сколько и... Сделали прикопку. они делают так, что как в центре, так и снаружи одинаковое количество воды. So the farmers were having runoff problems under their machines, which go around in circles, not straight. But this is like the outside end all the way across. У фермеров с круговыми дождевальными машинами у них возникают проблемы с неравномерным распределением воды. Данный вид оборудования, он расположен в одну линию. We are putting almost 4,000 liters a minute through that irrigator. Примерно она расходует около 4000 литров в минуту. When we irrigate for real, И когда мы производим орошение для того, чтобы вырастить какую-либо культуру, like on corn or something, we will put on 50 millimeters of water in 9 minutes. например, кукурузу, либо какую-то другую культуру, мы расходуем около 50 миллиметров в минуту. Yeah, at any given spot. На один участок 50 миллиметров за 9 минут. We're just irrigating this today because we can. In other words, the machine wouldn't do anything else because there's another machine in the road. Мы производим сейчас, сегодня орошение именно здесь, так как мы не можем передвинуть машину дальше, да? It has to wait for the machine on the west side to get done. So we just irrigated. We're putting on 25 millimeters of water right now. Сейчас мы используем 25 миллиметров, так как мы не можем передвинуть дальше оборудование. Нам нужно дождаться, пока другое оборудование закончит работу. So we're going to walk right up behind the machine. Think about, we just put on 25 millimeters of water. Сейчас мы подойдем поближе к машине, и вы увидите то, как она расходует 25 миллиметров воды. So
if this would have been a tilled field, come on in. Если бы Come on in. Don't be Это out было- there. поле, которое обрабатывает, If you walked into a tilled field that just got 25 millimeters of water on it, what would happen? которое получает 25 миллиметров воды, что бы случилось? Что бы произошло? You'd sink into the soil, Она бы, да, вы бы уже утонули в почве. your feet would get muddy. Ваши ноги были бы полностью в грязи. Okay. Я много лет занимался орошением, но никогда не мог себе представить, что можно вот так подойти близко к работающей дождевальной машине и при этом не вымазать ног. Обычно мы всегда это делали в сапогах. Ты выходишь весь мокрый, грязный, а здесь я подхожу практически до самого. Вот. Работает машина, и я подхожу к ней без сапог. Здесь работала отчетывающая жатка, после нее будут посеяны покровные культуры, и так как здесь очень сухо было, работает дождевальная машина. Самое большое для меня удивление, что я здесь иду без сапог.